Добрый день! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я буду переносить Windows с одного жесткого диска на другой. Переносить буду со всеми программами, файлами. В общем, буду делать точную копию рабочего системного раздела, чтобы в дальнейшем пользоваться системой с теми же настройками и начинкой, которая установлена у меня сейчас. Сохраняются даже файлы, которые лежат в корзине. Конечно, всегда лучше всего на новый диск устанавливать новую систему, но бывают разные ситуации, и если Windows нормально себя ведет, все программы работают без ошибок, то, возможно, есть смысл перенести все за несколько часов, чем устанавливать систему и весь необходимый софт с нуля в течение нескольких дней. У меня же практически на свежеустановленной и настроенной системе вышел из строя жесткий диск. Стал просто самопроизвольно отключаться в процессе пользования, что приводило к синему экрану с дальнейшей перезагрузкой. Похоже на то, что были проблемы с парковкой головок. Но сейчас не об этом. Данные с него мне все же удалось скопировать. Также я решил попробовать перенести всю систему полностью. До этого я просто никогда такого не делал. Получилось сделать все без проблем с первого раза. А сегодня мне по гарантии поменяли жесткий диск на новый, и я буду обратно переносить эту систему. Этот же способ переноса подойдет, если вы решили просто обновить свой жесткий диск на SSD и также во многих других случаях. Не забывайте ставить лайк видео, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Первое, что нужно сделать, это подключить новый накопитель. Я это буду делать на ноутбуке, но если у вас стационарный компьютер, то придется снять крышку системного блока, чтобы добраться к материнской плате, и потом уже подключить винчестер. Еще для этого понадобится свободный SATA кабель и свободное гнездо питания. Если у вас такого нету, но есть CD-ROM в системном блоке, то на время можно его отключить и вместо него подключить жесткий диск. А если нет, то придется его где-то раздобыть. Либо воспользоваться специальным переходником для подключения жестких дисков. Тогда и корпус блока не нужно будет разбирать. В принципе, такой сегодня понадобится и мне, так как в моем ноутбуке отсутствует возможность подключить к нему второй диск. Такого переходника у меня нету, но есть вот такой внешний жесткий диск с возможностью USB подключения. Им я и воспользуюсь. Для начала выкручиваю все болты. Разбираю его. И отсоединяю плату от диска. Она мне, собственно, и нужна. Диск убираю в сторону. И вместо него подключаю свой новый жесткий диск. Не забудьте подключить ноутбук к сети питания, так как процедура может затянуться на некоторое время и очень нежелательно, чтобы в этот момент ноутбук разрядился. И теперь подключаю новый жесткий диск по USB к ноутбуку. Переключаюсь на его экран. Никаких сообщений о том, что подключено или обнаружено новое оборудование, не поступает. Открываю проводник. И здесь тоже вижу, что новый жесткий диск на 1 терабайт не появился. Так и должно быть. Оболочка Windows не видит неразмеченные разделы. Теперь открою программу, с помощью которой я буду осуществлять клонирование диска. AOME Partition Assistant. И вот непосредственно в ней я уже вижу свой жесткий диск.
Он обозначен как диск 2, незанятое пространство. Размечать и разделять его до переноса системы не нужно. Это можно будет сделать после. И, собственно, диск 1, который разделен на два раздела C и D. С него я буду клонировать систему. Ну что ж, приступим к переносу. Для этого нажимаю кнопку «Перенести ОС» или кнопку «Перенос ОС на SSD или HDD». После этого открывается мастер, приветствует нас и просит нажать «Далее», чтобы продолжить. Нажимаю. Выберите незанятое дисковое пространство. Вот поэтому диск не нужно было размечать. Выбираю свой диск 2. Нажимаю «Далее». На следующей странице мне нужно уточнить размер создаваемого нового системного диска. Я его менять не буду, мне нужно, чтобы этот размер сохранился. Но если вам нужно это сделать, то вы можете передвинуть ползунок в нужную сторону. Букву диска трогать не нужно. После переноса и загрузки системы она автоматически станет буквой C. Также учтите, что если вы будете использовать все свободное неразмеченное пространство диска, то для успешного переноса необходимо будет оставить столько мегабайт, сколько занимает раздел «Зарезервировано системой» на диске 1, а лучше даже на несколько мегабайт больше. Нажимаю «Далее». Тут мне пишут следующее. После клонирования все целевые диски могут нормально загрузиться. Однако в некоторых случаях компьютер может не загружаться с целевого диска. Если вы столкнетесь с такой проблемой, вы можете отключить исходный диск от компьютера или поменять местами подключение целевого и исходного диска. Затем загрузите компьютер с целевого диска. От себя добавлю, что если на момент загрузки системы у вас будет оставаться подключены оба диска, выбрать, с какого будет загружаться система, можно в BIOS. И так как тут написано, что диски могут нормально загрузиться, получается, они могут нормально и не загрузиться. Поэтому рекомендую все-таки с клонируемого диска скопировать все важные для вас файлы на всякий случай, если вдруг что-то пойдет не так. От этого никто никогда не застрахован. Далее нажимаю кнопку «Конец». Готово. Теперь, чтобы запустить клонирование, нужно нажать кнопку «Применить» в левом верхнем углу экрана. Как вы видите, здесь отображается одна невыполненная задача. Нажимаю. Здесь я теперь проверяю, все ли правильно указал, что откуда переносится, размер. Вижу также расчетное время, которое займет клонирование. Скорее всего, это будет дольше, чем указано. И нажимаю «Перейти». В следующем окне мне предлагают выбрать среду, в которой будет выполняться клонирование. Я выбираю второй пункт, так как мой диск подключен через USB. Также его рекомендуют тем, у кого настроен RAID массив в системе. После выбора и нажатия кнопки «Ок» компьютер будет перезагружен, поэтому я снова переключаюсь на камеру. После перезагрузки запускается ассистент и пишет, что начнет работать через несколько секунд. Ну и вот он начал клонирование. Теперь жду его завершения. Готово. Прошел 1 час и 20 минут. После этого Windows загрузился со старого диска. В проводнике появился локальный диск E с копией системы и локальный диск G. Это раздел зарезервирован системой, и при загрузке с нового диска его видно уже не будет. А вот так вот все это выглядит в AOME Partition Assistant.
Здесь, кроме всего, еще видно оставшееся свободное пространство. Ну что ж, теперь отключу ноутбук и установлю в него новый жесткий диск. Ноутбук у меня марки Dell, модель P28F. Вначале отсоединю батарею на всякий случай и откручиваю крышку в том месте, где у меня расположены оперативная память и жесткий диск. Вот так вот. Откручиваю жесткий диск. И теперь, чтобы его вынуть, нужно совершить следующие манипуляции. Вытащить пластиковый хвостик, отодвинуть диск в сторону и за него вытащить диск из ноутбука. Готово. Снимаю с диска крепление. Затем вставляю в него новый диск. И устанавливаю в ноутбук. После этого прикручиваю крышку обратно. Возвращаю на место батарею. И включаю ноутбук. Загрузился Windows. В проводнике мы можем видеть только один диск с системой. Для создания раздела из оставшейся неразмеченной области диска я опять же воспользуюсь AOMI Partition Assistant. Нажимаю правой кнопкой мыши на незанятом пространстве и выбираю пункт «Создание раздела». Далее можно выбрать размер нового раздела, букву и файловую систему. У меня это будет все оставшееся пространство, поэтому я оставляю все настройки по умолчанию, без изменений. Нажимаю ОК и применить. Проверяю все. Нажимаю перейти, нажимаю да. Буквально считанные секунды, и новый раздел готов. Теперь у меня появился диск D вместо незанятого пространства. Открываю проводник. Вот он, диск D. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайк видео, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. До скорых встреч в следующих видео. Пока!